Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Я продолжаю знакомить вас с возможностями духовно-практического метода энергии сил света в части магической защиты. Прежде я уже говорила о защите, записывала маленький ролик, а сейчас я хочу рассказать вам именно о частотах магической защиты. Они есть разного уровня. Есть защита для начинающих, есть профессиональный уровень, те люди, которые работают с другими людьми или хотят быть защищенными днем и ночью. Еще один есть уровень, канал так называемый цифровой, защитный. Это вообще канал для избранных, те, которые прошли предыдущие этапы. Есть канал, защищающий от астральных подключений, от кодирования, зомбирования голову. А также есть частота вообще для магистров, в основном только. Это своеобразная такая частота, которую используют инопланетяне. Как ни странно это будет звучать. Но в космосе тоже есть всякое разное. Начну рассказывать вам о первоначальной защите, которая имеет большой смысл в жизни, потому что все мы знаем, что быть беззащитным очень тяжело, когда сильный энергетический человек может нанести большой урон посредством энергетической агрессии. И поэтому имеет смысл, конечно, закрываться. Эта частота, я должна сказать, своеобразный подарок нашего великого эгрегора Перуна, который 5 лет назад перешел в космический план высокий, но в то же время откликается на просьбы своих адептов, все так же очищает людей от сущностей, от всяческой нечисти. И также он способен чистить людей от вирусов всевозможных и инфекций. Итак, этот канал, первый, такой обывательский, он создает посредством мыслеобраза вокруг человека огненную дорожку. А огонь, как известно, сжигает все формы, и в том числе и энергетический посыл. Человек за этой дорожкой живет спокойно, гармонично, он знает, что ему ущерб обыватели не могут нанести. Все это сгорает, не долетает до него. И все это очень здорово. Единственное, то не весело, что ни односутник учит работать сутками. И поэтому те люди, публичные особенно, которые привлекают все внимание, постоянно в свете софитов, им имеет смысл озаботиться защитой дневной и ночной. Я бы даже советовала ночью защищаться более основательно, чем днем. И на этот счет есть еще одна высокая частота, которая работает на Земле. Она защищает от всякого рода нечисти, уже от колдунов, от зомби и от мертвецов, и плохих домовых, и ведьм, и тому подобных элементов для их нейтрализации. Этот канал относится к 7-й расе чистильщиков. И кроме защитных функций, там у них есть еще другие возможности, но такие нюансы я сообщаю желающим при самом акте посвящения. Иначе это можно назвать еще сонастройка на частоту. Теперь могу сказать вам о канале цифровом. Это самая мощная космическая защита высшего уровня. Эта защита предназначена для людей, которые работают в этой сфере, в магической. Может быть, это люди
публичные, которые некогда заниматься этим каждый день, там одну частоту открывать там на день, другую на ночь, а вот они хотят закрыться основательно таким щитом, и потому что этот канал может давать защиту до недели. То есть единожды активизировав, частота прикрывает своего адепта до целых 7 дней. Закрывает его максимально, в том числе и от подключений, низких, темных. Но советуют, конечно, быть энергетически емким, потому что эта частота, кроме тех благ, которые она приносит человеку, за свою работу, конечно, берет и часть энергии у посвященного лица. Поэтому до этой частоты надо еще дожить, доразвиваться. То есть иметь возможность энергетически наполняться, держать себя в тонусе. Вот хотела еще поговорить о частоте, которая закрывает от астральных подключений. Это очень важно и имеет большой смысл. Это также зомбирование, кодирование. Все мы знаем, что существуют такие технологии, когда человеку что-то навязывается по разным причинам и разными способами, методами. И вот против всего этого есть средства. Этот канал пролонгированного действия. Единожды его активизировав, он работает до 5 дней. Берет небольшое количество энергии. Это такой своеобразный энергетический колпак на голову, который никто не видит, но он в тонком плане существует. И, соответственно, не допускает разбалансировки своего адепта. Вот. Ну, я сказала уже, что существует еще самый высокий защитный канал. Но это уже для магистров, воинов света, те люди, которые привносят свет в этот мир, работают с другими, публичные, к тому же еще они, которые не скрывают своего лица, своих намерений, делятся с людьми знаниями, умениями. Это те люди, на которых идет мощный поток негатива каждый день, потому что они раздражают черных колдунов и магов. И те, конечно, стараются их каким-то образом разбалансировать. И в то же время вот есть возможности спастись от всего этого. И заинтересованные люди могут обращаться и, соответственно, продвигаться по этой лестнице возможностей, начиная с малого, дальше. Тут я должна сказать, что прежде чем сонастраиваться с любой частотой, будь то лечебная или защитная, обязательно человек должен привести себя в нормальное энергетическое состояние, то есть очиститься от всех форм энергетической агрессии. Это он может сделать у своего наставника, целителя, а потом поддерживать этот уровень, не давать возможности себя разбалансировать, что является хорошим средством сберечь свою энергию, чтобы не растрачиваться, потому что без свободной энергии невозможно проявлять себя в творчестве, да и в бизнесе, это тоже большое творчество. И быть таким продуктивным, активным человеком. Энергия нужна на все, и на личную жизнь, и на творческую, и профессиональную, и духовную. Поэтому вот частоты защиты могут вам помочь сберечь вашу жизненную силу. Пожалуйста, обращайтесь, я всегда готова вам помочь. Будьте здоровы и будьте защищены.